Короче, вот такой люфт есть. Вот. Вокруг своей оси. То есть палец, получается, болтается в шатуне. Даже постукивает он, естественно. Не то, что там туда-сюда, а вот так. Вот такой люфт есть. Короче, задолбал меня этот треск. Чудес не бывает. Втулки, короче, вот на правом горшке, хотя особо слышно в основном левый. Вот если посмотреть, вон пятно контакта. Это единственное пятно контакта, где палец держится. К краям идет болтанка пальца. И это справа. Ну, на левый шумит почему-то больше, хотя у него пятно контакта побольше. Вот, но тоже идет болтанка, как бы и продольная, и поперечная. Похоже, втулки отплясались. Вот, надо менять. Я втулочки купил, бронзовые, судя по всему. Запрессовал и развернул. Вот пальчик. Вот. Идеально. Идеально. Это пальчик 14 ровно, по-моему. 14 ровно. Есть 13,99, который шел с китайскими, вот с этими китайскими поршнями. Вот их родной пальчик. Он входит еще ровнее, но мне, в принципе, нормально. Можно и его поставить, чтобы совсем туго не было. Вот он немножко послабее ходит, чем тот. А вот 13. Единственное, что он в самих поршнях ходит свободно. Вообще пальцем заходит в легкую. У них скользящая посадка у китайцев сделана. Не знаю, вот этот как ремонтный, это вторая норма идет. Вот. Он тоже заходит как бы, но с натягом. Вот. Посмотрю, какой выбрать, какой захочется. И я надеюсь, все будет нормально. Ну вот, значит, расточил и правый. Втулочку сделал. Вот. Пальчик родной. Тоже от китайцев. Свободненький, более-менее. Вот. И вот так вот он ходит. Отлично. Никакой болтанки нет. Все, короче, можно собирать и пробовать. Итак, собрал. Сейчас вот дым уже пустил, проверил, прежде чем показать, похвастаться. В общем, победил. Вроде тишина. Ключ на старт. Вот, в общем, кроме звуков самого двигателя, никаких стуков. Поменял втулки, поставил пальчики 14, не 13,99, там, не скользящие китайские, а как бы скользящие, но с тугой посадкой, без нагрева. Вот, тугенько входят и хорошо, люфтов нет. В общем, как-то так собрал, буду обкатывать. Всем удачи, всем пока.